Итак, мои комментарии к статье Сергея Петровича Капицы «История 10 миллиардов о народонаселении». Вот так называется статья. Это последняя, прижизненная, соответственно, статья известного советского и российского ученого, физика, телеведущего, главного редактора журнала «В мире науки», вице-президента Российской академии естественных наук Сергея Петровича Капицы. Годы жизни 1928-2012 год. Добрый день. Наша сегодняшняя передача посвящена тому, что мы сделали за этот год. Если вы смотрели их, то вы, наверное, заметили, что мы изменили свою направленность. Быть может, в наших передачах стало меньше сенсационного. Этого сейчас достаточно на экране. Мы старались, может быть, глубже поэтому смотреть на то, что происходит вокруг нас. Нас интересовала, быть может, больше, чем раньше, связь науки с культурой, нравственные проблемы, которые стоят перед учеными, тот синтез, который сейчас происходит в науке. И я думаю, что это не случайно. Эта статья слишком важна во всех отношениях, чтобы ее проигнорировать или просто прочитать и забыть. В ней содержатся исчерпывающие ответы на многие, казалось бы, необъяснимые вопросы современности, касающиеся, как ни странно это звучит, духовной эволюции земного человечества, то есть объекта нашего с вами пристального внимания. Мы говорим о духовной эволюции, о законах духовной эволюции. Так вот, эта статья именно в русле духовной эволюции земного человечества. Рассматривая этап эволюционной трансформации человека с сугубо научных позиций, мы говорим о пробуждении в нашей телесной структуре, в нашей телесной материальности глубинной, вибрационной, тонкоматериальной структуры, то есть носителя жизни вечной. Жизни, которая манифестировал в своих откровениях евангельских Спаситель. Наверное, вы знаете, я не знаю, в школе учат сегодня этому или нет, что любой материальный объект на квантово-механическом уровне имеет волновую или вибрационную природу. Обязательно. Вот. Так и наше физическое тело на квантовом уровне несет в себе вибрационный двойник, способный под действием трансформирующей эволюционной энергии проявиться у индивида, то есть у человека, который следует по пути сознательной духовной эволюции. Это то, что Спаситель называл обретением жизни вечной. Это означает обретение человеком своей истинной, не эгоистической сущности, а именно истинной сущности, истинного «я», то есть того, что никогда не исчезнет и будет существовать вечно, переходя после смерти физического тела на тонкий план бытия без потери памяти и индивидуальности, а там уже дальше, куда Бог пошлет. Понятно, да? Дальше. Куда пошлет, туда и пойдете. Надо сказать, что человеческий разум, именно человеческий разум, породил линейное время. Время от и до. Иначе психологическое время. То есть мы живем с вами в линейном или психологическом времени. Горизонтальном времени. В многочисленных научных работах по анализу поведения пилотов в экстремальных ситуациях мы показали, что психологическое время может сильно варьировать, оно способно и ускоряться, и замедляться, но практически никогда оно не стабилизируется в таком вертикальном моменте, оно все время гуляет, то есть нестабильное. То есть мы постоянно с вами не настроены на божественную или на эволюционную волну. Когда сознание индивида функционирует в режиме эмоциональной психической деятельности, время ускоряется, а в режиме рассудочной деятельности, соответственно, замедляется. То есть психологическое время нестабильно. Оно может существенно отличаться от астрономического времени, так и от времени той системы, в которой мы живем, то есть от времени исторического. Мы живем в особом психологическом времени. Оно сильно может отличаться от исторического времени, от астрономического времени и так далее и тому подобное. Ясно? Мы-то думаем, что мы все время здесь и сейчас, хотя на самом деле мы
Увы, не здесь и не сейчас. Нестабильность психологического времени порождает выпадение нашего сознания из безвременья или из божественного бытия. Если бы оно было стабильно и настроено на божественную волну, мы бы были совершенно другими людьми с другим сознанием. То есть не творилось бы вокруг нас и на планете то, что творится сегодня. Понятно, да? То есть имеет место уход с божественной волны, где с позиции физики сознания время носит не линейный, а вертикальный характер. Все время текущий момент, все время текущий момент. Вот отсечки вертикальные. Линейного времени положен конец. Должен бы быть. И в каждом текущем моменте или мгновении присутствует и прошлое, и настоящее, и будущее. Так вот, собственно, духовная эволюция, о которой мы с вами говорим, возможна только при условии постоянной настроенности нашего сознания на божественную волну. То есть в результате нашего пребывания в вертикальном времени, когда преобладает уже не линейно, а действительно вертикальное время. Словом, в символическом выражении, горизонтальная перекладина креста, на котором был распят Спаситель, должна перестать существовать. Только тогда возможно проявление в нашем физическом теле носителя жизни вечной, естественным образом в процессе духовной эволюции. А земное человечество живет только в линейном или психологическом времени. А посему исторический процесс протекает нестабильно, с существенными колебаниями, которые периодически, порой очень болезненно корректируются божественным провидением, если мы не туда идем. То есть не то, что уготовано по плану свыше. Сейчас историческое время стремительно ускоряется. Историческое время стремительно ускоряется. Это совершенно очевидно, я думаю. Вот прогресс науки и техники за последние столетия, он просто феноменальный. Даже страшно подумать, насколько все это изменилось. Так вот, автор рассматриваемой научной статьи, профессор Сергей Петрович Капица, в течение четверти века, в 20-м столетии, вел на нашем телевидении удивительную и любимую зрителями всех возрастов передачу «Очевидное и невероятное». В ходе нее видные отечественные и зарубежные ученые обсуждали самые разнообразные научные проблемы в изложении доступным и понятным для всесторонне образованных людей, которых сейчас все меньше и меньше. То есть советская система порождала людей всесторонне образованных, честно говоря. Сейчас узконаправленной какой-то образованности, заметили? Причем все по верхам, бегом. Поэтому и передачи такой нет. Все на потребу обывателю. Понятно, наверное? Но время другое. Сильно время изменилось. Все укладывается в простой видеоряд для ненасытных обывателей. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Все. Что-то посмотрели и забыли. Так? Ну, теперь переходим непосредственно к последней статье Сергея Петровича Капицы. Она называется «Народонаселение». Статья. 10 миллиардов там можно приложить к названию. Цитата. «После крушения науки в нашей стране я был вынужден провести год за границей, в Кембридже, где я родился». Отец Сергея Петровича, лауреат Нобелевской премии по физике, в 1978 году он премию получил, академик Академии наук СССР, дважды Герой социалистического труда Петр Леонидович Капица, в 1921 году был направлен Советской Россией в научную командировку в Англию
где работал в Кавендишской лаборатории у самого Резерфорда. Тогда это было По возвращении в СССР в 1935 году он стал организатором и первым директором Института физических проблем Академии наук СССР, который ныне носит его имя. Цитата. «Там я был прикреплен к Дарвиновскому колледжу. Это часть, членом которого когда-то был мой отец. Колледж занимается преимущественно заморскими учеными. Мне дали небольшую стипендию, которая меня поддерживала, а жили мы в доме, который построил отец. Именно там, благодаря совершенно необъяснимому стечению обстоятельств, я наткнулся на проблему роста народонаселения. Я и раньше занимался глобальными проблемами мира и равновесия, тем, что заставило нас изменить точку зрения на войну, с появлением абсолютного оружия, которое может разом уничтожить все проблемы, хотя не способны их решить. Но из всех глобальных проблем на самом деле главное – это число людей, которые живут на Земле. Сколько их, куда их гонят. Но это строки из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Бесы». Помните? В школе мы учили. Я учил, по-моему, это стихотворение. Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют, домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают, ну и так далее. Вот сегодня людей на планете видимо-невидимо. Куда их гонят? Полнейшая бестолковость относительно смысла собственного существования. Куда нас гонят? Так или не так? По-моему, так. Живем, едим, пьем, учимся, веселимся, радуемся, получаем удовольствие, потом стареем, болеем и умираем. Какая-то бессмыслица. Ну, честно говоря. Для меня это бессмыслица, рано проснулась, и я понял, вообще что-то в жизни должно быть более, весомое, более существенное, что могло бы стимулировать не просто наше существование, а действительно жизнь далеко наперед. Смотрю кинохронику начала 20-го столетия. Я люблю кинохронику, как появился кинематограф, давнюю, 30-х годов, 20-х годов, именно кинохронику. Смотрю, 1914 год, выходит на балкон Зимнего дворца император Николай II и торжественно объявляет, что Россия вступает в войну. Люди на площади радуются, ликуют. Посмотрите, интересная хроника. Приветствуя грядущую кровавую бойню. И что осталось от этих людей, которые радовались, ликовали? На войну они не пошли, но радовались, ликовали. Но их нету, этих людей. Все. Тех, кто в 2014 году был молодыми, здоровыми, у которых было все впереди. Нету. Все. Бегали, суетились, радовались чему-то, горевали. А для чего появились на свет, так и не поняли. В итоге получается, что без следа и памяти исчезнуть. Для этого на свет и появились. Вы думаете, что ваши внуки, дети будут о вас помнить, забудут через полгода. Полгода отметят или год и забудут. Цитата. Это центральная проблема народонаселения по отношению ко всему остальному. В то же время ее меньше всего решали. Нельзя сказать, что раньше об этом никто не задумывался. Люди всегда беспокоились о том, сколько их. Платон подсчитывал, сколько семейств должно жить в идеальном городе, и у него получилось около 5000. Таков был видимый мир для Платона. Население полиса в Греции исчислялось десятками тысяч человек. Остальной мир был пуст, просто не существовал, как реальная арена действий. Тогда и земля-то была плоской. Она на западе покоилась на 3 китах, на востоке на 3 черепахах. Плоская была земля.
Вот. И не видно было, что там за горизонтом этой плоской земли. Была только Греция, а сейчас в одном высотном доме проживает около 1000 человек. Время другое, сильно изменилось, да? Цитата. «Подобная ограниченность интересов, как ни странно, существовала даже 15 лет назад, когда я начинал заниматься проблемой народонаселения. Обсуждать проблемы демографии всего человечества было не принято. Как в приличном обществе не говорят о сексе, так в хорошем научном обществе не полагалось говорить о демографии». То есть вопросы о том, сколько людей должно быть, сколько их нужно, что всех прокормить и прочее, вслух не обсуждались. Хотя носились идеи такие теневые о золотом миллиарде, вот миллиард тех, кто должен процветать, а остальные, ну, там для обслуги. Ну, сколько там для обслуги, ну, сколько-то то нужно. Понятно, да? Правда, сильная мера всего, я уже говорил, всерьез в кулуарах все-таки эту милую идею о золотом миллиарде обсуждали. Тихо. Не на научной основе. На селекционной основе. Сколько оставить, сколько там сохранить, сколько добавить. Понятно, наверное. Ну, в свободное время надо чем-то заниматься, фантазировать надо как-то. В свое время даже наши либералы об этом ворковали. Как-то вот так вот. Было такое. В прессе появлялось. Не только в желтой. Это психология суперобеспеченных людей, которые живут на вершине финансовой и властной пирамиды. Ведь головных болей с этим самым простым народом выше крыши. Вы можете себе представить? С простым народом. Плати им зарплаты, пенсии, корми, лечи, образовывай. Иначе будут бунтовать, а некоторые и разбойничать. Так? Ведь люди, сколько им не дай, всегда чем-то недовольны. Поэтому лучше на минимуме, да, как чуть дашь по слабу, все. Будут просить больше. Сегодня таких недовольных свыше 7 миллиардов вообще-то. По-моему, уже 8, да? Даже чуть больше. Недовольных. Ну, каждый недоволен на свою тему. Понятно. Довольно не сыщешь. Ну, по сути, мы мало кому нужны в этом мире. Мы-то думаем, что мы нужны, что это человеку это, в общем-то, звучит гордо. Оказывается, Господу нужны все люди, причем в большом количестве. А так мы мало кому нужны, даже из ближайшего окружения. Ну, в результате. А Господу нужны, причем в большом количестве, оказывается. Почему-то население стремительно растет. У него каждый человек на учете. По его задумке, к моменту страшного суда над земным человечеством, все перевоплощающиеся души, как сказано в Евангелии, живые и мертвые, участвующие в эволюционном процессе, должны предстать перед ним в физических телах. Это закон духовной эволюции. Если мы ее принимаем, то все живые и мертвые должны собраться на планете в количестве участвующих в эволюции душ в полном составе. И вот тогда грядет катаклизм, квантовый скачок эволюции, или страшный суд, или второе пришествие Спасителя, как хотите это называйте. То есть должно что-то произойти, способна изменить человечество, может, материальность планеты, там еще что-то, понятно. Вот какой-то этап эволюции должен завершиться. А посему человеческое поголовье, простите меня за эту вольность, нельзя уменьшить никакими искусственными способами. Ни войны, ни болезни, ни что другое не способно существенно сократить народное население Земли. Оно будет неуклонно расти до отмеренного свыше предела, пока каждая душа, реинкарнирующая, не получит физическое тело. Все соберутся вместе.
Представляете, как хорошо? И живые, и мертвые. Цитата. «Мне казалось, что начинать нужно с человечества в целом. Но такой предмет нельзя было даже обсуждать. Демография развивалась от меньшего к большему, от города, страны к миру в целом. Была демография Москвы, демография Англии, демография Китая. Как заниматься миром, когда ученые едва справляются с районами одной страны? И чтобы пробиться к центральной проблеме, пришлось преодолеть очень много того, что англичане называют, тут какая-то английская фраза, то есть общепринятым догмам. Ну, их надо было преодолеть. Ну, конечно, я был в этой области далеко не первым. Великий Леонард Тейлор, работавший в самых разных областях физики и математики, еще в XVIII веке написал главные уравнения демографии, которыми пользуются до сих пор. А среди широкой публики наиболее известно имя другого основоположника демографии Томаса Мальтуса. Ну, автор животной теории выживания человечества, мальтузианства, да, английский экономист Мальтус, живший в конце XVIII, в первой половине XIX века, в частности, считал, что люди, как и животные, должны размножаться, болеть и умирать, и не надо им помогать. Слабых и недужных не надо выхаживать. Пусть помирают. То есть генофонд хотел, чтобы был нормальный. А выживают сильнейшие, как это имеет место в природе при естественном отбору. Ну, надо сказать, к слову, сегодняшняя ситуация в мире с этим так называемым коронавирусом – прямое подтверждение тому, что принцип естественного отбора никто не отменял. Он еще есть, этот принцип, действует. Многие фашистующие идеологи охотно брали идеи Мальтуса на вооружение, и, согласно их преступным замыслам, слабые просто не нужны в этом мире. Их уничтожали. Но у Господа другая задумка в этом плане. Физическое тело не главное, а главное – духовная состоятельность. Хотя неплохо, если физическое тело будет здоровым. Понятно, да? Но главное другое – духовная состоятельность. Цитата. «Мальтус был любопытной фигурой. Он окончил богословский факультет, но был очень хорошо математически подготовлен. Он занял 9-е место в Кембриджском конкурсе по математике. Если бы советские марксисты и современные обществоведы знали математику на уровне 9-го ранга университета, я бы успокоился и считал, что они достаточно математически оснащены. Я был в кабинете Мальтуса в Кембридже и видел там книги Эйлера с его карандашными пометками. Видно, что он полностью владел математическим аппаратом своего времени. Теория Мальтуса достаточно стройна, но построена на неверных предпосылках. Он предполагал, что численность людей растет экспоненциально, то есть скорость роста тем выше, чем больше людей уже живет на Земле, рожает и воспитывает детей. Но рост ограничен доступностью ресурсов, например, еды. То есть рост, подобный до полного истощения ресурсов. Это та динамика, которую мы видим у большинства живых существ. Так растут даже микробы в питательном бульоне. Но дело в том, что мы не микробы, люди не звери. Ну, тут он немножко ошибается, он хотел так потактичный, но то, что мы видим, вообще, то, что происходило в мире, еще происходит. Животного, в общем, звериного начала в человеке, ой, хоть отбавляй. Аристотель сказал, что главное отличие человека от животного в том, что он хочет знать. То есть тяга к познанию.
Но чтобы заметить, как сильно мы отличаемся от животных, нет нужды залезать к нам в голову. Достаточно просто подсчитать, сколько нас. Все твари на Земле, от мыши до слона, подчиняются зависимости. Какой? Чем больше масса тела, тем меньше особей. Слонов мало, мышей много. Кстати, вот крысы. Считается, что каждый человек кормит свою крысу. Сколько населения Земли, столько и крыс. Ну, кормят там отходами, тем, чем не доедает. Слонов мало, мышей много. При весе около 100 килограммов нас должно быть порядка сотен тысяч. Ну, если по звериному варианту. Понятно, не так много. Сейчас, в 2012 году написал эту статью, в России 100 тысяч волков, 100 тысяч кабанов. Такие виды существуют в равновесии с природой. А человек в 100 тысяч раз более многочисленен. При том, что биологически мы очень похожи на крупных обезьян, волков или медведей. Но у нас по генотипу 98% шимпанзе, да, с лишним, и где-то 1,5% только человеческого. И на свинью по биохимии наших внутренних систем и органов. То есть человек помесь шимпанзе со свиньей, если в животном мире его поместить. Это нормально. Вот. Хорошо, что мы не на свиней похожи сразу, да? А на шимпанзе как-то приличнее. Все-таки там по-другому. Нос не пятаком, там как посимпатичнее. Ладно. А что любители свиного мяса не подозревают, что фактически занимаются каннибализмом. Это я просто так. Вообще свиная отбивная – это неплохо. По вкусу. Те, кто едят мясо. И это наряду с психологическим каннибализмом. Ведь люди современные в психологической сфере буквально пожирают друг друга. Причем на всех уровнях, начиная с семьи зачастую. Да? Просто жрут. Психологический каннибализм. Цитата. «В общественных науках мало точных цифр. Пожалуй, население страны единственное, что безоговорочно известно. Когда я был мальчишкой, меня учили в школе, что на Земле живет 2 миллиарда человек. Сейчас, к 2012 году, 7 миллиардов. Сейчас, наверное, еще больше, да? Где-то около 9 миллиардов. Есть же регулярно обновляемые, там какая-то цифра, постоянно сколько родилось, в течение суток прям добавляется, сколько умерло, вычитается, и рост есть, динамика, понятно. Такой рост мы пережили на протяжении жизни одного поколения. Мы можем примерно сказать, сколько народу жило во времена рождения Христа. Порядка 100 миллионов. Палеоантропологи оценивают популяцию людей палеолита примерно в 100 тысяч. Ровно столько, сколько нам и полагается в соответствии с массой тела. Палеолит, дубина, там камень. Мы как бы на животном варианте остановились на тот момент по численности. Понятно, да? Соответствовали животному. Но с тех пор начался рост. Сначала едва заметный, потом все быстрее. В наши дни взрывной. Никогда прежде человечество не росло так стремительно. Что скрывается за стремительным ростом численности народонаселения? О глубинной причине мы уже говорили. Каждая душа ко времени апокалипсиса должна обрести физическое тело. Значит, время апокалипсиса приближается, да? Поэтому для каждой души пестуется необходимое количество тел, чтобы все перед судом предстали в физических телах. Так Господь собирает на земле всех живых и мертвых, чтобы совершить над ними страшный суд. Отделить зерна от плевел. Да? Страшный суд. Вы не боитесь страшного суда? Я смотрю, нет, даже никто и не думает, что помрет. Веселые все как-то. Да?
То есть даже не задумывались над этим. Ну ладно. Цитата. «Еще до войны шотландский демограф Пол Маккендрик предложил формулу роста человечества. И рост этот оказался гиперболическим, очень медленным в начале и быстро ускоряющимся в конце. И согласно его формуле, в 2030 году численность человечества должна стремиться к бесконечности. Но это нелепость. Люди биологически не способны нарожать за конечное время бесконечное число детей. То есть математика тут немножко подвела. Гораздо важнее, что такая формула отлично описывает рост человечества в прошлом. А это значит, что скорость роста всегда была пропорциональна не числу живущих на Земле людей, а квадрату этого числа. Физики и химики знают, что означает такая зависимость. Это реакция второго порядка, где скорость процесса зависит не от числа участников, а от числа взаимодействия между ними. Когда что-то пропорционально n квадрат, это коллективное явление. Ну, такова, например, цепная ядерная реакция в атомной бомбе. В атомной бомбе, знаете, отца атомной бомбы в России кто или в Советском Союзе был ответственен за этот проект? Там Курчатов. Ну, Юлий. Ну, даже не знаете вообще элементарных вещей. Курчатов, да, был ответственен за организацию проекта. Ну, давайте, физики. Ну, кто был научный руководитель закрытого города? Арзамас-16. Юлий Борисович. Дальше. Ну. Маш, ты знаешь? Харитон, Юлий Борисович. Мы были в его доме, в Арзамасе, это его коттедж его. Он называл бомбу атомной. Он имел право. Он научный руководитель всего проекта был. Атомная бомба. Вот. Он был руководитель научный этого проекта. Курчатов организатор. Собрать, позвонить Сталину, там, Берии, а вообще научная часть была за Юлием Борисовичем. Причем у меня есть книга, его воспоминания, его отдельные статьи, фантастические. Он сказал, что первой задачей для меня была не взорвать эту бомбу, а сделать так, чтобы недоступна она была любому идиоту, то есть система блокировки, защиты от случайных этих самых взрывов и возможного ее использования не по назначению. Это была первая задача, он говорит. Как взорвать, было понятно. Там у американцев все, что нужно, взяли, соответственно, разведчики работали, тут Берия сыграл свою роль, и его ребята. Вот. Курчатов хорошо организован, а Юлий Борисович занимался непосредственно разработкой изделия. Маленький такой вот, щупленький, трижды герой социалистического труда. Никто его не знал, не видел, он особо охраняемый был. У меня работал пилот, который его возил на самолете Ан-24 за массу в Москву. Говорит, входит какой-то вот старичок, какой-то вот весь сухенький, маленький, а у него 3 звезды. Он его куда-то на сессию на какую-то возил. Он говорит, вот такой старичок. Ну ладно, я немножко отвлекся, не страшно? Нет, ну я немножко образовать вас по физике еще хочу чуть-чуть, по атомной энергетике. Если каждый член сообщества СНОП напишет комментарий всем остальным, то общее число комментариев, я продолжаю цитировать, как раз будет пропорционально квадрату числу участников. Квадрат числа людей – число связей между ними, мера сложности системы человечества. Чем больше сложность, тем быстрее рост.
Но мы живем и умираем не в одиночку. Мы размножаемся, питаемся, мало отличаясь в этом от животных. Но качественное отличие в том, что мы обмениваемся знаниями. Мы передаем их по наследству, мы передаем их горизонтально, в университетах, в школах. Поэтому и динамика развития у нас другая. Мы не просто плодимся, размножаемся, у нас происходит прогресс. Главная особенность человека состоит в том, что мы не только можем обмениваться знаниями, но и, имея интеллект, как высшую форму рассудка, способны задать себе главный вопрос. В чем смысл нашего появления на Земле вообще-то? Да? Это главный вопрос. Каков смысл существования земного человечества? Животные таких вопросов не задают. Понятно, да? Вот в этом особенность человека, в отличие от животных. То есть мы созрели для того, чтобы задать этот вопрос и направить свою жизнь в нужное, предусмотренное свыше или Господом русло. Иначе беда. Для конкретного человека и для человечества в целом, понятно. Значит, мы нечто особенное в земной фауне и флоре, в отличие от всего остального живого, да? Наша Земля – это некое селекционное поле, призванное приносить духовные плоды на тонкий план бытия, неважно в каком количестве. То есть мы должны здесь состояться в главном – принести духовный плод. Эти духовные плоды будут использованы провидением или Господом, как хотите, по назначению, в других мирах, для других неведомых нам целей, задач. Это прекрасно. То есть у нас есть будущее. А так, где будущее? Покажите. Ну, в том варианте, в котором мы сегодня живем. Ну, покажите, где оно. К чему я должен стремиться? Земля – это как некий инкубатор по вынашиванию духовных плодов. Так что мы не просто так плодимся, умираем, а наша жизнь и смерть исполнены глубокого смысла. Это не просто животный вариант существования, как нам сегодня предлагается, на высокой научной основе, правда. Но все равно животный вариант. И как только мы, получив правильное духовное просвещение, начинаем заниматься главным делом жизни, следовать по пути сознательной духовной эволюции, наше земное существование обретает истинный смысл. Ради этого стоило родиться, помучиться, предварительно, поискать чего-то, а уж найдя, заниматься делом, ради которого вообще человечество-то и завелось на Земле. Безусловно, сегодня налицо стремительный научно-технический прогресс, но в психике человечества наблюдается стремительный регресс. В психике человечества. Духовная деградация проявляется во всех сферах человеческой деятельности. В общечеловеческом сумасшедшем доме, где врачей и пациентов уже нельзя отличить друг от друга, а новостное телевидение нам это прекрасно иллюстрирует, да, просто преобладает очевидная демонизация сознания. Посмотрите на некоторых президентов, вот новоиспеченный американский президент, там клиника. Если бы я учился в институте в медицинском, в то время это вообще клинический случай. Чисто. Атеросклеротический Байден тоже клиника, но внутренних болезней и всего остального. Понятно, да? То есть вообще-то какие-то клинические люди правят миром.
Был какой-то Саркози суетился, теперь там Макрон, да, со странными женами и физиономиями, как-то вот в каком-то окружении очень странном. Вообще мир, он как-то вот сдвинулся в демоническую сторону. Как бы норма уже демонизация. Так? Прискорбно это, конечно, если не видеть выхода, не знать, куда нам следовать, нам, конкретному человеку, который готов исполнить свой долг, ради которого он пришел на эту землю. Цитата. «Этот прогресс довольно трудно измерить численно. Но вот, например, производство и потребление энергии может быть неплохим критерием. И данные показывают, что потребление энергии тоже пропорционально квадрату числа людей. То есть потребление энергии каждым человеком тем выше, чем больше населения Земли. Будто каждый современник от Папуаса до Алеута делится с вами энергией. Наше развитие заключается в знании. Это и есть главный ресурс человечества. Поэтому говорить о том, что наш рост ограничен истощением ресурсов, это очень грубая постановка вопроса. В отсутствии дисциплинированного мышления появляется очень много всевозможных страшилок. Например, пару десятилетий назад всерьез говорили об истощении запасов серебра, который используется для изготовления кинопленки. Якобы в Индии, в Голливуде снимается столько фильмов, что скоро все серебро на Земле уйдет в эмульсию этих кинолент. Так бы возможно и было, но тут изобрели магнитную запись, которая вообще не требует серебра. Такие оценки – плод спекуляций и звонких фраз, которые призваны поразить воображение, несут лишь пропагандистскую функцию. Так что не лезьте в интернет, чтобы удовлетворить свое любопытство, не глотайте там всякую чушь, это я вам уже говорю, Сергей Петрович об этом не писал. Не засоряйте и без того замусоренную голову, бездумно потребляя все, что вам подсовывают. Это даже не осетрина второй свежести, это гораздо хуже. В мозгах непременно заводятся бациллы демонизма, от которых избавиться, ой, как непросто. Если вы там понахватаете в интернете всякой заразы. Понятно. Мозг-то наш – это компьютер, биологический компьютер. Если что-то туда втемяшилось, вот попробуй оттуда это вырви или искорени. Ой, многие наши, идущие по пути, которые имеют проблемы в замусоренном компьютере, где у них что-то там отпечаталось и никак не исчезает, они классически это объясняют. Ну, ничего не могу поделать, не могу ничего поделать, сверлит меня эта мысль. Ну, сверлит, ну и что? Сверлит. Откройте поток, она сгорит. Ну, не могу, как не можешь, а я за тебя, что ли, должен делать? Ты туда заразу сунул, а я здесь при чем? Скажите мне волшебное слово, чтобы все разом исчезло. Ну, так не бывает. Вы нашпиговали там мусором все, а потом вот в одночасье хотите, чтобы все это исчезло. Так не бывает. Цитата. «Пищи в мире хватит всем». Мы детально обсуждали этот вопрос в римском клубе, сравнивая пищевые ресурсы Индии и Аргентины. Аргентина по площади на треть меньше Индии, но в Индии в 40 раз больше населения, в 40. С другой стороны, Аргентина производит столько продуктов питания, что может прокормить весь мир, а не только Индию, если напряжется как следует. То есть Аргентина может всех прокормить, оказывается. Дело не в недостатке ресурсов, а в их распределении. Кто-то, кажется, шутил, что при социализме в Сахаре будет дефицит песка. Это вопрос не количества песка, а его распределения. Неравенство отдельных людей и народов существовало всегда, но по мере ускорения процессов роста неравенство возрастает. Уравновешивающие процессы просто не успевают срабатывать. Ну, сейчас в мире
я думаю, вам известно, не из интернета даже, а из новостного телевидения, начинают разводить в качестве пищевого продукта больших черных тараканов. Причем тоннами тараканов разводить, тонны тараканов. Вот. С кетчупом можно съесть и опилки, не только тараканов. Но оказывается, что это тараканы какой-то деликатес где-то там и очень дорого стоит. Потому что их дорого, наверное, выращивать в таком количестве. Вот. Можете себе представить? Научились выращивать искусственное мясо. Дегустаторы пробовали, ничем не отличается от убоины. Ну, вроде как, никого не убиваешь, а просто вот клеточки размножаются, и потом антрикоты, там, еще что-то. Вот такое искусственное мясо. Не пробовали? Нет? Так что с голоду мы не умрем. Это точно. Так что пугать нас тем, что мы будем голодать и в конце концов погибнем от голода, бесполезно. Цитата. Это серьезная проблема для современной экономики. Но история учит, что в прошлом человечество решало подобные проблемы. Неравномерности выравнивались таким образом, чтобы в масштабах человечества общий закон развития все-таки оставался неизменным. Все выравнивалось как-то. Неизменно, потому что божественное провидение это перенастраивало всю систему в угодном ему направлении. Людей, в отличие от животных, невозможно полностью истребить. Животных можно, а людей нет. Как бы ни старались. Можете себе представить? Всегда налаживалось как-то. Гиперболический, цитата, закон роста человечества на протяжении истории демонстрировал удивительную стабильность. В средневековой Европе эпидемии чумы уносили в некоторых странах до 3/4 населения. На кривой роста в этих местах действительно наблюдаются провалы. Но уже через столетия численность выходит на прежнюю динамику, как будто ничего и не произошло. Самое большое потрясение, испытанное человечеством, Первая и Вторая мировые войны. Если сравнить реальные данные демографии с тем, что предсказывает модель, окажется, что общие потери человечества от двух войн составляют порядка 250 миллионов. Втрое больше любых оценок историков. Население Земли отклонилось от равновесного значения на 8%. Но потом кривая за несколько десятков лет устойчиво выходит на прежнюю траекторию. То есть биологический закон, он как-то вот действует в этом плане. Глобальный родитель оказался устойчивым, несмотря на страшную катастрофу, затронувшую большинство стран мира. Вот хороший термин он употребил – глобальный родитель. Мне понравилось. Глобальный родитель – это, наверное, Господь Бог все-таки, да? Или божественное провидение. Никакими противоестественными методами людей истребить невозможно. Да и увеличить рождаемость тоже. Об этом чуть позже поговорим. Численность народного населения регулируется исключительно свыше. Цитата Сергея Петровича. «Распалась связь времен. На уроках истории многие школьники недоумевают, почему исторические периоды становятся со временем короче и короче. Верхний палеолит продолжался около 1 миллиона лет, а на всю остальную человеческую историю осталось всего 500 000. Средние века – 1000 лет, остается всего 500. От верхнего палеолита до средневековья история, похоже, ускорилась в 1000 раз. Это явление хорошо известно историкам и философам. Историческая периодизация следует не астрономическому времени, текущему равномерно и независимо от человеческой истории, а собственному времени системы. Вот я сейчас восполняю пробел по истории Средневековья, у меня попались интересные книги фундаментальные, вот я сейчас этим занимаюсь тоже. Там интересные моменты, связанные с историей континента Европы, там, в Азии, в разных регионах. Очень интересные мне попались
источники. Это я так, для общего сведения. То есть каждое поколение людей живет в собственном времени системы. И оно существенно отличается от того времени, что было 100, 500, а тем более 1000 лет тому назад. Так вот, собственно, психологическое время и то время системы, в котором мы сегодня живем, невероятно ускорилось даже по сравнению с тем, что было в начале 20 века. Временные процессы со всей очевидностью ускоряются. Мы быстрее рождаемся, то есть реинкарнируем, быстрее старимся, быстрее умираем. Бегом человеческая жизнь проходит сегодня. Хотя вроде бы продолжительность по годам дольше, продолжительность жизни больше, но бегом все. Общее ускорение. Но нам самим, находящимся внутри, нам самим, находящимся внутри системы, с ее собственным временем, эти изменения не с чем сравнить. Хотя для стороннего наблюдателя, находящегося вне нашей системы, в частности для наблюдателя с новым супраментальным сознанием, если вы в новом сознании, то вы видите, как ускорился этот процесс. Вы просто, очевидно это для вас, да? Наша сегодняшняя жизнь видится сегодня мотыльковой. Раз и сгорели. То есть вы живете в собственном психологическом времени, во времени системы, в которой вы из нее не вышли. Супраментальное сознание выходит из этой системы. И вот новое сознание видит, как все происходит, как бы со стороны. У него явно проблески духовного сознания, одухотворенного интеллекта у Сергея Петровича. Цитата. «Если сделать математические оценки, то получится, что в текущем историческом периоде собственное время системы, то есть человечество, сжалось по сравнению с палеолитом в 100 тысяч раз, а по сравнению со средними веками в 100 раз. И дальше линейное время продолжает сокращаться». Для образности можно привести такое сравнение. Средняя продолжительность жизни современного человека примерно 80 лет или 700 тысяч часов. Для пещерного человека восприятие нашей жизни будет как один световой день, около 7 часов. Поистине жизнь человека внутри времени современного человечества стала меньше жизни мотылька. Собственное же время следует той же зависимости, что и потребление энергии или прирост населения. Оно течет тем быстрее, чем выше сложность нашей системы, то есть чем больше людей живет на Земле. Ну, вы, надеюсь, чувствуете, что темп времени ускоряется. Вы. Сегодня его в большей степени определяет эмоциональный режим функционирования психики. То есть ускорение времени в эмоциональном режиме – это факт, который мы показали в наших научных работах. Сегодня практически все человечество в эмоциональном режиме функционирует, ускоряется. И, соответственно, выпадает из реальности, уходит с божественной волны. То есть люди не ведают, что творят, вообще-то. Причем в полной уверенности, что они знают, что они делают. У них какие-то цели есть, результаты, чего-то они добиваются, но они не ведают, что творят в результате. По сути, сегодняшняя жизнь подавляющего большинства людей напоминает безоглядную гонку к могиле, то есть к печальному концу. Бегом, быстро. Чем быстрее, тем лучше. Стремительность ускорения времени косвенно ощущается нами через ускорение научно-технического прогресса, через количество потребляемой энергии на душу населения, однако, находясь внутри системы, мы не можем численно измерить это ускорение.
Потому что внутренний эталон времени тоже меняется. Это по Эйнштейну, по сути. Внутри систем мы не можем определить, что время у нас ускоряется. Сторонним наблюдателю это хорошо видно. Человек с другим сознанием, который вне психологического времени. Принцип относительности Эйнштейна в данном случае работает безукоризненно. Замкнутая система живет в своем собственном времени. Мы-то думаем, что живем как раньше, но по сравнению с людьми, жившими во времена палеолита, когда время тянулось долго, хотя и жили в то время 30-40 лет, наша жизнь стала действительно мотыльковой. Живем по сравнению с ними сутки, сгораем очень быстро, несмотря на все достижения научно-технического прогресса. Чем выше научно-технический прогресс, тем более мотыльковой становится наша жизнь. Думаю, это очевидно для тех, кто имеет глаза и уши. Цитата. «Когда я начинал эту работу, то не предполагал, что из моей модели логически следует периодизация истории от палеолита до наших дней. Если считать, что история измеряется не оборотами Земли вокруг Солнца, а прожитыми человеческими жизнями, укорачивающиеся исторические периоды мгновенно получают объяснение. Палеолит длился 1 000 000 лет, но численность наших предков составляла тогда всего около 100 000. Получается, что общее число живших в палеолите людей составляет около 10 миллиардов. Вообще у него гениальное открытие, на которое никто не обратил внимания, кроме меня. Это просто гениальный ход. Но гений не ценят, даже не знают, не могут подумать. Вот в ускоренном времени-то живут, они вне реальности. Он просто блестящий весь исторический процесс объяснил. Он сам того не подозревает. Спасибо, Сергей Петрович. Вот. Огромное ему спасибо. Ровно такое же число людей прошло по Земле и за 1000 лет Средневековья. Численность человеческая несколько сотен миллионов. И за 125 лет новейшая история. Вот эти 10 миллиардов в эти периоды прошли, реинкарнировались. Получали образование, я имею в виду образование земной жизни. Уроки земной жизни, души проходили. Как все свыше предусмотрено, вот просто феноменально. 10 миллиардов человек – это, наверное, близко к общему числу душ, вовлеченных в эволюционный процесс и проходящих реинкарнацию или перевоплощение. То есть человек-оборот жизни ускоряется с каждым новым периодом, ближе к концу времен. Когда-то он был медленным, но сейчас реинкарнация душ проходит за более короткий период времени. Теперь практически нет очередей на воплощение. Только что ушел желчный старичок, и тебя сразу пинком под зад, как десантника, в люк выбрасывает опять в земную жизнь. Без всяких соображений. Ты вот очнулся, все, живешь. Для чего живешь, как и почему, ну, разобраться бы надо, да? То есть нет очередей на воплощение. Раньше очереди были. Теперь практически нет очередей. Это означает, что процесс духовной эволюции вступает в завершающую стадию. Цитата. Таким образом, наша демографическая модель нарезает всю историю человечества на одинаковые, не по длительности, а по содержательности куски, на протяжении каждого из которых жило около 10 миллиардов человек. Самое удивительное, что именно такая периодизация существовала в истории и палеонтологии задолго до появления глобальных демографических моделей. Все же гуманитариям при всех их проблемах с математикой нельзя отказать в интуиции.
Сейчас 10 миллиардов людей проходят по Земле всего за полстолетия. Это означает, что историческая эпоха сжалась до одного поколения. Так вот, следовательно, огранка всех душ, вовлеченных в эволюционный процесс за счет учащения перевоплощения, происходит каждые 50 лет. По сути, квант времени сжимается, линейное время сокращается и стремится к вертикальному. Вот оно, ускорение. Поэтому жить надо здесь, сейчас, пребывая активным сознанием в текущем моменте времени. То есть психика должна функционировать в режиме сверхсознательной психической деятельности, вот о которой мы говорим, которой мы выявили в результате наших научных исследований по ведению пилотов в экстремальных ситуациях. А это возможно, вот то, о чем мы сейчас говорим, жить в текущем моменте времени, только в результате вашей работы на пути сознательной духовной эволюции. Нам надо вернуться в вертикальное время, в реальность. Тогда мы обезопасены от всех катаклизмов, поскольку мы идем в русле духовной эволюции, не уклоняясь. И что бы ни произошло, мы спасены. В любом варианте болезненных каких-то катаклизмов мы переживать не будем. Он дальше об этом тоже говорит. Примерно тоже. Сергей Петрович говорит. И если следовать новой логике перевоплощения, то сегодня в России воплощаются души тех, кто в советский период искренне строил социалистическое общество и выиграл тяжелейшую войну против фашизма. Это вселяет надежду на пробуждение сознания этих людей к духовной эволюции. Вот сегодня. Реинкарнации душ, живших в советский период. Тяжелейшие условия, но способствующие росту душ. Стремительное ускорение времени приближает нас к квантовому скачку эволюции, то есть к концу линейного времени. И сегодня духовное просвещение должно строиться на прочной научной основе, ибо мы уже далеко не средневековые люди, и красивыми или ужасными сказками, придуманными церковниками, нас не напугать и не убаюкать. Это все ушло. Не то время. Путь сознательной духовной эволюции является собой чудесный синтез подлинной науки и истинной религии. А историческая эпоха сегодня действительно сжалась до одного поколения. Не сделаете сейчас, можно не успеть. Но потом откладывать нельзя. Уже ничего в плане духовной реализации. Цитата. «Не замечать этого уже невозможно. Сегодняшние подростки не понимают, о чем это пела 30 лет назад Алла Пугачева. Помните эту песню, что переждать не сможешь ты 3 человек у автомата. Для них автомат – это ту-ду-ду-ду-ду-ду, но не телефон-автомат». Понятно, да? Вот непонятно, что она поет, переждать чего-то там, автомат какой-то. Автомат – это, понятно. Вот и все. У какого такого телефона-автомата, когда у всех детей чуть ли не с пеленок мобильники? Он только вылез из утробы матери, уже сразу дай на связь выходить. Ясно? Только что. Дай поплакать в эфир. В былые времена каждая новая игрушка, коих у большинства детей было не так уж много, приносила у ребенка радость. Сейчас игрушки детям радости никакой не приносят. Нет радости. Тем более их сейчас заваливают просто игрушками. Радости нет. Он отбросил, да еще там что-то. И нажимает и смотрит, там тух-тух, бах-бах. Все. Увы, такое время. Его нельзя вспять повернуть.
уже невозможно. Сегодня при обилии средств получения игровых удовольствий ценность их неизбежно девальвируется. То есть исчезает романтика самой игры, вот той игры, которая бы пользу душе приносила. Не деструктивной игры, разрушать. Цитата. «Зачем ждать? Сталин, Ленин, Бонапарт. Для них это то, что в грамматике называется плюсквамперфект. Давно прошедшее время. Сейчас модно сетовать на разрыв связи поколений, на умирание традиций, но, возможно, это естественное следствие ускорения истории. Если каждое поколение живет в собственной эпохе, наследие предыдущих эпох ему может просто не пригодиться». На самом деле оно так. Все мы говорим о традиции. Традиции, но это только болтовня. Традиции только на словах, на языке, там, каких-то манипуляциях, а в душе традиции нету. Традиция – это давно прошедшее время. А нового импульса к жизни нету. Вот мы пытаемся вот именно этим вопросом, знаешь, чтобы импульс в жизни появился, чтобы смысл вашей жизни вам открылся. Если его нет, то традиция, как говорил Кришнамурти, никакой традиции, революция духовная должна быть. Все. С традицией вы так и будете топтаться в позавчерашнем дне. И все. Как бы мы ни силились реанимировать традиции, они большей частью мертвы. Это прошедшее время. Они в свое время сыграли определенную роль. Все. Время совершенно другое. И не случайно, я уже говорил, Кришнамурти в своей работе «Традиция и революция» писал, что если вы будете жить слепо, следуя исключительно традиции, национальной, государственной, церковной, вы никогда не станете революционером духа. Все. Сегодня каждый, имеющий духовный талант, должен непременно как можно скорее начать его реализовывать, то есть стать революционером духа. Как-то в начале 80-х годов 20-го столетия Юрий Владимирович Андропов, помните такого? Да? После Леонида Ильича Брежнева, пришедший к власти, попытался было навести порядок в стране с утраченной идеологией, повсеместным введением строжайшей дисциплины. Решил ввести строжайшую дисциплину. И ничего у него не получилось. В банях ловили людей в рабочее время, там еще где-то на улицах, в пивных. Ну, была такая компания. Все равно мы ходили в баню, и ничего страшного не было. Вот пытался навести порядок. Но ничего у него не получилось. В связи с этим он как-то в сердцах сказал своему помощнику. Я читал воспоминания помощника Андропова. «Коммунистов много, большевиков нет». Нет тех, кто мог бы решить поставленную задачу, как это было сделано в 1917 году. В России малочисленная партия большевиков во главе с Лениным эту задачу решила. Коммунистов СССР во времена Андропова было более 15 миллионов, а большевиков – 0. Кто мог решить задачу, которую он поставил. Сам Андропов при случае любил цитировать Сталина. «Не можешь свалить – не царапайся». Сам, правда, всю жизнь царапался, а потому пришел к власти полутрупом. Хватило всего на 1,5 года по здоровью. То есть не царапался. А когда уж это, да уже поздно. Это так, чтобы мы тоже в работе на пути сознательной эволюции все-таки делом занимались, не откладывали это на потом.
чтобы потом полутрупом прийти и сказать: ой, надо поправить здоровье, стану-ка я на путь сознательной эволюции, вдруг поможет. Вообще со здоровья все и начинается, с физического и с психического. Потому что ускорение процессов, вот всех процессов, о которых мы говорим, это значит усиление давления эволюционной энергии. Значит, первым бьют по телу, по психике и по органам и системам. Я не случайно довольно много времени посвятил в книге «Человек. Неизвестный а безвестный» именно происхождению болезней. Потому что это вас всех волнует. Почему вы болеете, стареете, умираете. Ну, хотя бы за это зацепить вас. Так что мы с вами не должны царапаться. Пора революционным путем свергнуть власть нашего эго. А то над нами властвует наше эго, и мы живем и по его указкам. Ну и вот живем и никак не можем все-таки прийти в нормальное состояние. Не можем утвердиться в новом сознании, в супраментальном сознании. Цитата. «Начало нового. Сжатие исторического времени сейчас дошло до своего предела. Оно ограничено эффективной продолжительностью поколения, около 45 лет. Это значит, что не может продолжаться гиперболический рост численности людей. Основной закон роста просто обязан измениться. И он уже меняется. Согласно формуле, сегодня нас должно быть около 10 миллиардов. Так вот, линейное время, в котором живет человечество земное, стремится к вертикальному, и настраиваясь в процессе работы на пути сознательной духовной эволюции на божественную волну, мы становимся проводниками вибраций новой жизни, одновременно катализаторами духовной эволюции. То есть процесс катализа. Должны появляться люди, которые будут катализировать эволюционный процесс. Так предусмотрено свыше. Пребывая в вертикальном времени, мы выходим из времени системы, мы перестаем от него зависеть. А посему нам не страшны все текущие и грядущие изменения, все болезни, эволюционные перипетии, сам фазовый переход, при котором время системы должно схлопнуться. То есть линейное время должно перестать существовать. Нам это не страшно. Понимаете, да? Напомню, что 10 миллиардов – это число душ, участвующих в духовной эволюции, которые неоднократно меняли тела, накапливая совокупный духовный опыт. Ну, кто что накопил, надо реализовывать. Кто в каком направлении двигается, становится уже понятно. Либо вы идете к свету, либо в противоположном направлении. Сегодня среднего варианта нету, его нет просто. Если вы откладываете на потом решение, заняться ли вам делом, вы идете в противоположном свету направлении. Можно уже не вернуться. Вас туда просто затянет. В эту воронку катастрофическую. Цитата. «А нас всего 7». То есть он говорит, в 2012 году это было 7 миллиардов. 3 миллиарда – это немалая разница, которую можно измерить и истолковать. На наших глазах происходит демографический переход. Перелом от безудержного роста населения к какому-то другому способу прогресса. Какому-то другому способу прогресса. Хорошо говорит, правильно говорит. Многим почему-то нравится видеть в этом признаке надвигающейся катастрофы. Но катастрофа тут скорее в умах людей, чем в действительности. Так вот, не только психическая сфера человека, но и физический мир тоже обязан измениться. Обязательно в какой-то степени вот те условия, в которых мы живем, тоже должны измениться. Они как меняются, да, смотрите, какие-то бури, там, что-то там на солнце, время какое-то другое становится. Вот. Ну, вообще все как-то по-другому. Какие-то новые факторы вступают в эволюционный процесс, в исторический процесс. Доселе неведанные.
И катастрофа это станет только для тех, если говорить о катастрофе вот этого переходного процесса, только для тех, кто отказывается выполнять свое истинное предназначение на Земле, стремясь сохранить свою малость эгоистическую. Очистительный катаклизм должен когда-нибудь произойти. Все острее чувствуется, что он уже при дверях, вот тут, рядышком. Цитата. «Физик назвал бы происходящее фазовым переходом. Вы ставите кастрюлю с водой на огонь, и долгое время ничего не происходит, лишь поднимаются одинокие пузыри. А потом вдруг все вскипает. Вот так и человечество. Медленно идет накопление внутренней энергии, а потом все приобретает совершенно новый вид». Чувствует Сергей Петрович то, о чем мы говорим. То есть во всех планетарных структурах идет накопление трансформирующей силы, которая усиливает давление на все царства природы. Когда сегодня с высоких трибун говорят о глобальном потеплении на планете, то связывают это с выбросами газов в атмосферу, пугая парниковым эффектом. То, позвольте возразить, эта теория глубоко ошибочна. Доля влияния выбросов газа в атмосферу на процесс потепления ничтожно мала, и все добросовестные ученые это признают. Добросовестные ученые. На самом деле в каждой точке пространства усиливается напряженность трансформирующей энергии, которая давит на все царства природы, где и происходит ее накопление. В результате наблюдается разогрев всей земной материи, приводящий к повышению окружающей температуры, проявляющейся, в частности, в таянии ледников. Этот процесс необратим, он никак не связан с экологией. Никак. Выгодно списать это на экологию, там штрафы накладывать, какие-то разработки проводить, пилить бюджеты государственные, понятно. Вам не надо это объяснять. И все это приближает нас к фазовому переходу. Вот Сергей Петрович говорит о фазовом переходе, характерный предвестник которого ясно указаны, в частности, в евангельских откровениях Спасителя. Характерные признаки там указаны. Неусвоенная пространственная энергия, накапливаясь в плотно-материальных структурах, вызывает повышение температуры, избыточный внутренний жар, разряжается он в стихийных бедствиях, избыточный жар, в извержениях вулканов, землетрясениях, ураганах, цунами. У людей в результате внутренних энергетических процессов, вызванных давлением все той же энергии, может без причины повышаться температура с образованием большого количества эндогенной жидкости, вызывающей отеки, обильное мочеотделение. Напрашивается аналогия с работой атомного реактора, для охлаждения которого требуется много воды. Если на вас давит сила, идет трансформирующий процесс, выделяется много жидкости. Кроме того, пространственной энергией инициируются процессы принудительной трансформации человеческого организма, последствия которых расцениваются людьми как заболевания, хотя на самом деле таковыми не являются. Словом, человечество стремительно приближается к квантовому скачку эволюции, то есть к моменту перехода в качественно иное состояние. И всем, кто выбрал для себя путь сознательной духовной эволюции, не надо уповать ни на «может, пронесет», ни на науку, а заниматься главным делом жизни и быть готовым в любой момент встретить во всеоружии грядущий, подчеркиваю, очистительный катаклизм. Именно очистительный. Цитата. «Хороший образ. Сплав леса по годным рекам. Многие реки у нас мелководные, поэтому поступают так. Строят небольшую плотину, накапливают определенное количество бревен, а потом внезапно открывают шлюзы. И по реке бежит волна, которая несет на себе стволы. Она бежит быстрее, чем течение самой реки». Вот этот вал. Самое страшное место здесь – это сам переход, где дым коромыслом, где плавное течение вверху и внизу разделено участком хаотического движения. Это есть то, что происходит сейчас в человечестве. Тонко подметил Сергей Петрович.
Эволюционная волна со всей очевидностью пошла и гонит человечество к фазовому переходу, то есть к обрыву, где наступит конец линейному времени. Хватит, сколько можно. Цитата. «Примерно в 1995 году человечество прошло через максимум скорости роста, когда нарождалось 80 миллионов человек в год. С тех пор рост успел заметно уменьшиться. Демографический переход – это переход от режима роста к стабилизации населения на уровне не более 10 миллиардов. Прогресс, естественно, будет продолжаться, но пойдет в другом темпе и на другом уровне. Я думаю, что многие беды, которые мы переживаем, и финансовый кризис, и моральный кризис, и неустроенность жизни – это стрессовое, неравновесное состояние, связанное с внезапностью наступления этого переходного периода. Я называю это духовным кризисом. А остальное все сыпется. Там экономика, идеология и все остальное. Это уже следствие. То есть это переходный процесс, духовный кризис в основе. Истинный смысл существования земного человечества, а следовательно исторического процесса, это взращивание огранка и принесение духовных плодов. Иного смысла Господом относительно нас с вами не предусмотрено. И во все времена, когда процесс духовного становления тормозится, возникает духовный кризис со всеми вытекающими последствиями. Это хорошо просматривается на примере отечественной истории, когда в так называемые смутные времена в одночасье рушится все. Базовая идеология, экономика, обороноспособность, государственное устройство, система управления, буквально все сыпется в один момент. Сегодня все земное человечество пребывает в состоянии глобального духовного кризиса, последствия которого катастрофически сказываются во всех сферах человеческой деятельности. Все сыплется. Мы с вами должны благодарить Господа за то, что живем в такое время, когда можно беспрепятственно решить свою главную задачу, ради которой мы пришли на Землю, став на путь сознательной духовной эволюции, принести достойные духовные плоды. Правильное с научных позиций духовное просвещение, обеспечивающее истинное понимание всего происходящего, помогает нам во всеоружии подойти к фазовому переходу. Нам повезло, что мы попали в самое пекло. Тем интереснее жизнь. Она обретает воистину глубокий смысл. Когда в пекле-то, Делом надо заниматься, чтобы смотреть на все происходящее глазами Господа, а не глазами всего боящегося грешника. То есть понимать надо, что происходит. А сроки самого перехода известны только Господу Богу. Цитата. «В каком-то смысле мы попали в самое пекло. Мы привыкли, что неудержимый рост – это наш закон жизни, наша мораль, общественные установления, ценности были приспособлены к тому режиму развития, который был неизменен на протяжении истории, а сейчас меняется, причем меняется очень быстро. И статистические данные, и математическая модель указывают, что ширина перехода составляет менее 100 лет. 100 лет даже многовато, по-моему. Мне так кажется. Что переходный процесс будет менее 100 лет, это, по-моему, точно. Проживая жизнь в таком бешеном темпе, человечество 100 лет не выдержит. Темп бешеный, действительно. Цитата. «Это при том, что он происходит не одновременно в разных странах». Это переходный процесс. Когда Освальд Шпенглер писал о закате Европы, он, возможно, имел в виду первые признаки процесса. Само понятие демографического перехода было впервые сформулировано демографом Ландри на примере Франции. Но сейчас процесс затрагивает уже менее развитые страны. Практически остановился прирост населения России, стабилизируется население Китая. Возможно, прообразы будущего мира следует искать в регионах, которые первыми вошли в область перехода, например, в Скандинавии.
Любопытно, что в ходе демографического перехода отстающие страны быстро догоняют тех, кто стал на этот путь раньше. У пионеров Франции и Швеции процесс стабилизации населения занял 1,5 столетия, а пик пришелся на рубеж 19-20 веков. А, например, в Коста-Рике или Шри-Ланке, прошедших пик скорости роста в 80-х, весь переход занимает несколько десятилетий. Чем позднее страна вступает в фазу стабилизации, тем острее она проходит. Стабилизация острее проходит. Россия в этом смысле тяготеет скорее к странам Европы. Пик скорости прироста у нас остался позади еще в 30-х. А потом он может рассчитывать на более мягкий сценарий перехода. Россия. Что касается неравномерности процесса стабилизации населения в разных странах, то это прежде всего, по моему мнению, обусловлено исчерпаемостью или ограниченностью психогенетического материала, то есть количество реинкарнирующих душ. Ясно? Больше рождаемость, нельзя повысить. Почему? Потому что вот оно, каждая душа, по сути, обретает тело, тел не хватает для национальных душ. Понятно? Ведь каждая нация, каждый народ, там реинкарнация происходит не где-то в Африке у вас там, вот в том регионе, в котором вы живете, понятно. Вот исчерпывается количество душ, и не надо больше. Ясно? Поэтому закрывается процесс рождаемости. Все. Душа готова, вот в нашем народе, психогенетический материал, получить свое тело к концу времен. Все. Там где-то еще не добирают, там до 10 миллиардов, доберется, но не у нас. У нас не доберем. Понятно, да? Все добрано. Разумеется, есть основания опасаться этой неравномерности процесса в разных странах, которая может приводить к резкому перераспределению богатства и влияния. Вероятно, так оно и будет, со всеми вытекающими последствиями, богатство, влияние. Где-то есть отсталые страны. Всегда это болезненно, да? Там надо кого-то кормить, куда-то надо тонны продовольствия отправлять. Сами понимаете, все это, опять-таки, неравномерности распределения. Производят, но распределяют неравномерно. Цитата. Одна из популярных страшилок – исламизация. Но исламизация приходит и уходит, как не раз уже в истории приходили и уходили религиозные системы. Закон роста народонаселения не изменили ни крестовые походы, ни завоевания Александра Македонского. Также непреложно закон будет действовать и в период демографического перехода. Я не могу гарантировать, что все произойдет мирно, но и не думаю, что процесс будет уж очень драматичным. Возможно, это просто мой оптимизм против пессимизма других. Пессимизм всегда был гораздо более модным течением, но я скорее оптимист. Мой друг Жарес Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике, говорит, что тут, в России, остались одни оптимисты, потому что все пессимисты уехали. Замечательно сказано, в России остались одни оптимисты. И мы знаем, что Господь Бог нас, оптимистов, не оставит, если мы будем заниматься делом. Понятно. А пессимистов, тех, кто пренебрег духовной работой ради личной выгоды, от квантового катаклизма не спасут ни деньги, ни подземный бункер, ни первоклассные западные клиники. Не спасут. Цитата. «Меня нередко спрашивают о рецептах. Они привыкли спрашивать, но я не готов отвечать. Я не могу предложить готовые ответы, чтобы изобразить из себя пророка. Я не пророк, я только учусь. История как погода. У природы нет плохой погоды. То есть исторический процесс, он обусловлен свыше, и так-то сетует на то, что все не так проходит. Это неверно. Вот. Нытье тут бесполезно. Мы живем при таких-то обстоятельствах, и надо принимать и понимать эти обстоятельства. То есть понимать и принимать. Соответственно, понимая, ради чего вообще земное человечество завелось тут. Помните тот известный анекдот? Встречаются две планеты.
Земля и еще какая-то планета. Земля жалуется, говорит, на мне человечество завело, все чешется, не могу, прям зудит, все, ну что делать? А так говорит, да ничего, нормально, на мне тоже когда-то завелось, а потом все кончилось, пройдет. Ясно? Вот такой нормальный квантовый скачок, и все, вся скверна очистится, чесаться перестанет человечество. Вот. Мне кажется, говорит Сергей Петрович, что шаг к пониманию достигнут. Не знаю, как будут развиваться эти представления у следующих поколений, это их проблемы. Я сделал то, что сделал. Показал, как мы подошли к точке перехода и указал его траекторию. Не могу пообещать вам, что самое страшное уже позади, но страшное – это понятие субъективное. Так вот, огромная благодарность Сергею Петровичу. Замечательная, своевременная и очень поучительная статья для всех живых и мертвых, которые соберутся в полном составе вскоре на Земле, где во время второго пришествия Спасителя или страшного суда, как вам больше нравится, произойдет отделение зерен от плевелов и родится новый мир. Новый человек на новой Земле под новыми небесами.